Всем привет! Меня зовут Сергей, и я 5 лет прожил на Филиппинах. В самом начале 2019 года я прилетел в город Думагети, что находится на острове Негрос, где и поселился. Это небольшой, но милый городок. Тут есть достаточная инфраструктура в виде торговых центров, рынков, кафешечек и ресторанчиков. Тут чудесная набережная, по которой приятно прогуляться вечером. А в округе много красивых мест с водопадами, горами и джунглями. Рядом пусть и не лазурные, но вполне приятные пляжи, где можно купаться и любоваться чудесным подводным миром Филиппин. Сюда я приехал, как и многие, потому что когда-то, когда я только-только начал собирать информацию для переезда на Филиппины, все блогеры вещали либо отсюда, из Думагети, либо с острова Панглау. И других мест, где живут наши экспаты на Филиппинах, я попросту не знал. Серьезно, архипелаг состоит из более чем 7000 островов, а на слуху только эти два места. Еще я слышал, что много наших живет в городе Сибу, но там в основном те, кто приехал на Филиппины учить английский в языковых школах. У меня заканчивался контракт по аренде жилья, и я понял, что оставаться в Думагети я больше не хочу. Мне нужны перемены. Ну вот и все, пора выезжать из своей квартирки. Я собрал всю жизнь в рюкзак. Как приехал, так и уезжаю. Прощай, квартирка моя у моря. 3 года ты мне верно и преданно служила. Я оставил квартиру, в которой жил последние 3 года, распродал все свои вещи, попрощался с друзьями и подругами и поехал на поиски. Пока, мой мохнатый друг. Ты не переживай, за тобой присмотрят. Все, веди себя хорошо, остаешься за главную. Но где еще можно жить на Филиппинах? Ответа на этот вопрос у меня не было. В этом видео я посетил 9 островов и расскажу вам свои ощущения от каждого. В первую очередь я старался понять и почувствовать, где бы я смог остаться жить, а уж во вторую очередь любовался красотами и туристическими достопримечательностями. Первым делом я снова отправился на остров Панглау. И хоть я тут был совсем недавно, свой путь я решил начать именно с этого острова. Очень уж неоднозначные ощущения он у меня оставил. Это то самое второе место, что на слуху у русскоговорящих экспатов, переехавших на Филиппины. И русскоговорящее сообщество тут довольно обширное. Тут есть несколько русских кафе, русский дайв-центр. Да и в целом наше влияние ощущается достаточно сильно. Но оно абсолютно меркнет по сравнению с влиянием корейским. Здесь определенно можно жить. Тут действительно много доступного жилья как на долгий срок, так и посуточно. Тут вполне достаточная для жизни инфраструктура. Тут очень-очень красивые пляжи. Но из минусов на острове очень тесно. Малышочек. Малышочек. Ты маленький. Маленький, худой. Худой маленький малышок. Панглау очень маленький остров, и со временем вам тут быстро наскучит. Еще Панглау – остров туристический, и несмотря на много доступного жилья, на Панглау дороже, чем в среднем по Филиппинам. А местные жители, благодаря туристической направленности острова, мне показались не такими дружелюбными, как в Думагети, откуда я приехал. Экспаты, долго живущие на Панглау, частенько ездят на остров Бохол. Благо, добраться до него не составляет труда, потому что остров Бохол соединен с островом Панглау мостами. Эй, не электрик, нехуй лазить. Самым крупным городом острова Бохол является город Такбиларан. Тут несколько торговых центров, много рынков и достаточно развитая городская инфраструктура. Именно поэтому жители Панглау ездят сюда закупаться продуктами. Но жить в Такбиларане я бы не стал. Город мне показался каким-то плотным, тесным. Тут абсолютно негде погулять. Нет каких-то широких набережных или парков. В общем, атмосфера этого города мне не зашла. В Такбиларане я был несколько раз, надолго тут не задерживаясь. А вот сам остров Бохол достаточно большой и интересный. Тут много как туристических достопримечательностей, вроде знаменитых шоколадных холмов, водопадов, плавания с китовыми акулами,
так и аутентичных и интересных мест, где нечасто можно встретить иностранцев. Я думаю, поселиться на острове Бохол имеет смысл где-нибудь на расстоянии от 10 до 30 километров от города Такбиларан, чтобы лишь изредка туда наведываться за припасами. Но на маркетплейсах, в отличие от острова Панглау, в этом районе не так уж и много приемлемых вариантов по аренде долгосрочного жилья. На острове Бохол я провел несколько дней, за которые вместе с нанятым водителем на мотоцикле объехал основные достопримечательности. Желаю, чтобы все задуманное сбылось, чтобы все мечты сбылись, чтобы не было войны, и чтобы все жили счастливо, спокойно и мирно. В порту города Такбиларан я сел на корабль и отправился на остров Сикихор. Тут живут мои друзья Аня и Алан. Когда-то девушка из Челябинска вышла замуж за парня из Филиппин, а на острове Сикихор они открыли свой ресторан. Я хотел записать интервью с ребятами, но, к сожалению, в это время не застал их на острове. Ну что же, может быть, как-нибудь в следующий раз. Это не первый раз, когда я посещаю остров Сикихор. Место во всех смыслах волшебное. Тут чудесные белые пляжи, утесы, водопады и горы. Тут можно наглядно понять, почему природа Филиппин одна из красивейших в мире. Но не природой единой славится этот остров. Среди местных жителей Филиппин ходят суеверия о том, что остров Сикихор – сакральное место силы. Тут много шаманов, хиллеров и колдунов. Люди стали приезжать сюда, пытаясь решить проблемы, которые традиционными способами им решить не удалось. Такой мистический антураж вокруг этого острова стал способствовать тому, что тут стали селиться и объединяться в группы люди, практикующие разные учения типа ретриты, медитации, рейки. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, но думаю, кто был на Бали, тот поймет, о чем я говорю. В основном экспаты селятся в деревне Сан-Хуан. Тут более-менее развитая инфраструктура для этого, а атмосфера мистики и колдовства буквально повсюду. На улицах продают любовные зелья и куклы Вуду. Кафешки и бары стилизованы под ведьмины шабаши с соломенными чучелами и ведьмиными шляпами. А на острове постоянно проходят разные тематические ивенты. Описать остров Сикихор в 2 словах достаточно сложно. Когда-нибудь я обязательно сюда вернусь, чтобы сделать большой обзор на этот остров. Я думаю, это место можно вполне рассматривать для того, чтобы поселиться здесь на долгий срок. Но, судя по всему, будет сложно найти жилье для долгосрочной аренды. Посуточного жилья полным-полно, а вот вариантов для долгосрочной аренды ни на маркетплейсе, ни на улицах я не встречал. С острова Сикихор ходит прямой корабль в город Сибу. Туда-то я дальше и отправился. Всего в дороге придется провести около 4 часов, а по пути корабль заходит в порт города Такбиларан добрать пассажиров. Город Сибу – столица Висайской группы островов на Филиппинах и один из крупнейших городов страны. Это азиатский мегаполис со всеми вытекающими. Тут селятся в основном те, кто привык к развитой городской инфраструктуре. А еще сюда приезжают те, кто собирается учить английский язык в языковых школах. В городе достаточно большое русскоговорящее сообщество. Найти тут приемлемое жилье на долгий срок не составит труда, но тут бы я жить не хотел. Филиппины – это больше про красоту природы, а не про городскую жизнь. И вот какой тогда смысл жить на Филиппинах и не видеть красоту природы этой страны? В Сибу я посетил крест Магеллана, священное для любого филиппинца место. Именно отсюда христианство распространилось по Филиппинам. Также посетил китайский храм. Будете в Сибу, обязательно заскочите сюда. Очень красивое место с потрясающей обзорной площадкой на весь город. Из города Сибу я поехал на остров Мактан. Благо, садиться на корабль для этого не нужно, ведь этот небольшой остров соединен с большим островом Себу несколькими мостами. Тут находится международный аэропорт. Есть тут и пригодные для отдыха на природе пляжи, но они в основном находятся на территории резортов или отелей. Здесь же много и спальных районов, в которых предпочитают селиться иммигранты. В одном из таких районов, их тут называют компаундами, живет мой приятель и по совместительству коллега по цеху Артем. К нему-то в гости я и заехал. Всем привет из Филиппин! В этом видео вы узнаете, сколько у Артема белых рубашек. Оставайтесь с нами.
Я тебе лучше скину, у меня видосы на телефоне. Я. Скажи это еще раз. Я тебя поцелую. Сколько у тебя видосов? Да хуя. Yes, он это сказал. Ура! Из аэропорта, расположенного на острове Мактан, я перелетел в столицу Филиппин, Манилу. Это огромный азиатский мегаполис, который входит в топ самых густонаселенных городов мира. А грязь, нищета и невероятные пробки тут умудряются соседствовать с роскошью, огромными высотками и многоуровневыми дорожными развязками. Я много раз был в Маниле, и каждый раз, находясь в этом городе, я хотел только одного – побыстрее из него свалить. А поэтому я не очень понимаю тех экспатов, коих в Маниле, кстати, немало, которые тут живут. Тут есть деловые районы, такие как BGC или Макати, где расположены офисы крупных компаний, большие современные торговые центры. Тут чисто, аккуратно и невероятно дорого. В основном в этих районах живут те иностранцы, которые работают в этих самых крупных компаниях. Но стоит перейти дорогу в соседний район, как вас тут же обдаст с ног до головы ветром контраста. Попрошайки, наркоманы, да и прочие маргинальные личности, которым филиппинское солнце напекло голову, тут будут повсюду. Ужасный трафик, бесчисленные людские потоки, крысы, нищие, спящие на улицах на картонке, запахи мочи и тухлятины и уличная торговля посередине всего этого. В этом вся Манила. Какой-то неправильный Ленин. Обычно я селился в районе Макати, а сейчас для разнообразия и экономии я на несколько дней поселился в китайском квартале Манилы. Очень, скажу я вам, аутентичный такой район. Будете в Маниле, советую тут погулять. Повсюду ощущался китайский антураж со всеми этими магазинчиками и ресторанчиками, улицами, стилизованными в китайском стиле. Везде готовили необычную для Филиппин уличную еду. Эдакий маленький Китай с филиппинским колоритом. Всем привет из Филиппин, я сейчас в Чайна-тауне, тут огромные толпы людей, просто все стоят в очереди для того, чтобы покушать, я не понимаю, что происходит, вот, смотрите. Все стоят в одну и ту же лавку для того, чтобы купить пельмешки или что-то типа такого. Здесь очень прикольная, аутентичная атмосфера Китая, вот эти красные огонечки горят везде, маленькие лавочки и такие же, наверное, как в Китае, толпы народу. А еще я впервые узнал, что в Маниле есть метро. Правда, оно не подземное, а надземное. Из Манилы я сел в автобус и поехал в Сан-Пабло. Сан-Пабло расположен в 80 километрах южнее Манилы. Это обычный провинциальный город, но его особенностью является чудесный парк в низине вокруг озера. И если наверху творится стандартный для Юго-Восточной Азии душный хаос из трафика и тесных людских потоков, то, спустившись в парк, меня резко обдало струей прохладного свежего воздуха. Тут не только приятно гулять вокруг озера по длинной и уютной набережной с кафешечками, но и можно остыть от духоты, что была наверху на городских улицах. Местные жители Сан-Пабло были очень удивлены увидеть тут иностранца, а поэтому с интересом и очень дружелюбно реагировали на мое тут присутствие. What are you doing with the lake? Swimming. Make it under category C instead of category D. Yeah, this is the swimming. Эти два веселых джентльмена, что занимались здесь очисткой озера, рассказали, что в округе 7 таких озер. Здесь у меня было свидание с девушкой, с которой я знаком уже несколько лет и с которой мы уже когда-то снимали блог. Но жить в Сан-Пабло я бы не хотел. Манила – один из самых густонаселенных городов мира, и перенаселение ощущается не только в самом городе, но и на острове Лузон в целом. Ощущается оно и тут, в Сан-Пабло. И если в парке приятно гулять, то жить в самом городе будет не очень. Прогулки в парке быстро наскучат, а ехать отсюда до побережья придется несколько часов. А поэтому я поехал дальше. Из Сан-Пабло я сел в автобус и поехал в портовый город Батангас. И не задерживаясь там, сел на паром до острова Миндора, до города Пуэрто-Галера.
Я слышал, что здесь живет большое русскоговорящее сообщество, и мне было очень интересно посмотреть, почему наши экспаты выбрали это место для жизни. Регион позиционирует себя как одно из туристических направлений Филиппин. Тут очень красивые белые пляжи, горные утесы, лагуны с бирюзовой водой. Всего пара часов от Манилы и отсутствие необходимости в дополнительных внутренних авиаперелетах способствовало большому потоку туристов в это место. А дайверы со всего мира приезжают в Порто-Галеру из-за восхитительного и уникального подводного мира этих мест. Наши экспаты основали тут дайв-центр и школу фридайвинга. Тут есть кафе с русской кухней. Большие туристические потоки также способствовали появлению разного рода сомнительных заведений, работающих после заката и предлагающих сомнительные удовольствия. Что касается поселиться в регионе Порто-Галера, даже не знаю. С одной стороны, тут очень красивая природа, а с другой, тут заметно дороже, чем в среднем по Филиппинам. Все как-то далеко находится друг от друга. Вечно эти перепады высоты, когда надо то ехать в гору, то с горы. Меня, как велосипедиста, это сразу насторожило. Ни на улице, ни на маркетплейсе я особо тут не встречал объявления о долгосрочной аренде жилья. А поэтому, возможно, найти жилье на долгий срок тут будет сложновато. Но, с другой стороны, большое количество экспатов же тут живет как-то. Волею судьбы вместе с группой дайверов из России я попал в однодневный тур на остров Верде, организованный дайв-центром Де Луна. Там существует легенда о том, что в средние века там затонули испанские галеоны, которые перевозили китайский фарфор. И до сих пор кусочки этого фарфора вымывает на пляж. То есть, если по пляжу пройтись, там можно его пособирать. Мы каждый раз, когда приезжаем, там постоянно эти кусочки находим. Поэтому будет чем заняться в то время, пока вы ждете остальных дайверов. Рано утром, пройдя инструктаж и собрав оборудование, группа погрузилась на корабль. Она состояла как из профессиональных дайверов, так и из обычных туристов, далеких от погружений. Тут, у берегов острова Верде, знаменитые среди любителей подводного мира споты, и среди дайверов это место очень ценится. Это маленький остров, и тут живут в основном те, кто работает в резортах, дайв-центрах, ресторанах. В общем, все те, кто заняты в туристической сфере, а также те, кто присматривает за островом. Уже вечером, возвращаясь в Порто-Галеру, я немного пообщался с Антоном, с владельцем дайв-центра Де Луна. Антон, привет! Можешь рассказать немного о себе и о Де Луне? Что это, где это и какие услуги вы предоставляете? Наверное, начну тогда с себя. Я вообще по образованию, по высшему юрист, но в какой-то момент, проработав 5 лет в офисе, понял, что это немножко не мое. Надо в жизни что-то менять. И волей случая оказался на Филиппинах. Как давно ты уже на Филиппинах? Нашему дайв-центру вот через 3 недели исполняется уже 11 лет. А на Филиппинах я, наверное, примерно 11,5-12 лет уже. Почему именно Филиппины? Филиппины в первую очередь знамениты своим дайвингом, своим подводным миром. И в то же время это такая терра инкогнита, то есть место, которое недоступно и неизвестно большим массам туристов. Соответственно, было интересно попробовать что-то новое, что-то свое, и в то же время показать нашим туристам какие-то места, где они еще не были. Расскажи про дайв-центр, где он находится, потому что не все знают. Мы находимся на острове Миндора. Если вы представляете себе Филиппины, то есть самый большой остров Лусон, и к югу от него находится вот как раз наш островок, остров Миндора. Он 8-й по величине на филиппинском архипелаге. И мы находимся на севере этого острова, городок Пуэрто-Галера, который знаменит как раз в первую очередь своим богатым подводным миром. Это зона, которая находится под охраной ЮНЕСКО, подводная зона, подводный заповедник, и, соответственно, привлекает дайверов со всего мира. Мы оказываем услуги для скуба-дайверов, для людей, которые погружаются с аквалангом. Мы проводим полное обучение от нуля до профессионалов и, соответственно, также показываем подводные красоты людям, которые уже имеют сертификат. Из всех мест, где мне удалось побывать на Филиппинах, кроме Панглау и Думагети, действительно пригодных для того, чтобы мне захотелось остаться там жить, я так и не нашел. Где-то чудесная природа, но нет необходимой для меня городской инфраструктуры. Где-то инфраструктуры с избытком, но нет природы. Где-то возникают трудности с поиском бюджетного жилья на долгий срок. А Думагети и Панглау уж сильно опопсели и из-за своей раскрученности переполнились разного рода сомнительными персонажами. Но я уверен, что свое место на Филиппинах найти можно. Надо лишь тщательнее искать. Страна состоит из более чем 7000 островов.
Поиск правды еще усложняет малое количество имеющейся информации. Я слышал, что большое русскоговорящее сообщество живет на острове Самал. Кто-то живет в городах типа Ила-Ила, Кагаян-де-Оро или Генерал Сантос, а кто-то селится на острове Камигин. Покинув Пуэрто-Галеру, я приехал обратно в Манилу, сел на самолет и с пересадкой в Китае вернулся домой. Вернулся туда, откуда 5 лет назад уехал. Так бывает, что когда твой путь заходит в тупик, самым верным решением станет вернуться туда, откуда он начался. После 5 лет жизни на Филиппинах и встретив свой 40-летний юбилей, пришло время очередной переоценки собственной жизни. От Филиппин я устал. Устал от безответственности местных и от разбросанных направо и налево, но невыполненных обещаний. Я начал ощущать, что меня стало засасывать все глубже и глубже в болото, наподобие тому, в котором я ощущал себя тогда, 5 лет назад, когда уволился с завода, бросил все и поехал на острова. Мне нужно подумать и постараться понять, что же я сделал не так. Ну а Филиппины я пока поставлю на паузу. Вернусь ли я сюда? Да, вернусь. А может и нет. В любом случае, оставайтесь на связи. Впереди обязательно будет новый путь, а значит, будут и новые истории. Я, правда, пока еще не очень знаю, каким этот путь будет для меня. Всем спасибо и всем мира.